Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, и я хочу поговорить с вами об улучшении звука на смартфонах Xiaomi и об очень крутом обновлении приложения «Музыка». В глобальных версиях стандартное приложение «Музыка» выглядит именно так. Здесь нет ничего необычного. Да, это довольно удобное приложение для прослушивания музыки, но здесь нет каких-то дополнительных функций, которые бывают на других смартфонах Xiaomi в системах MIUI. И вы просто удивитесь, узнав о том, какие функции бывают на китайских прошивках в приложении «Музыка». Например, в нашем глобальном приложении «Музыка» нет даже нормального виджета, который можно было бы добавить на рабочий стол. Есть какие-то огромные некрасивые виджеты, которые совсем здесь не к месту. И, наверное, ни для кого не секрет, что китайцы в своих прошивках для смартфонов Xiaomi делают гораздо более функциональные приложения. Сейчас я обновил свое стандартное приложение «Музыка» на китайскую версию, которая подходит на наши смартфоны, и оно несет в себе просто невероятные функции по сравнению с родным приложением. Начнем с виджета. Здесь присутствует возможность добавления виджета из современной оболочки MIUI. Это действительно очень удобно. Теперь давайте зайдем в само приложение и посмотрим, чем же оно отличается от стандартной версии. Нажимаем «Подтвердить». Окей. Разрешаем доступ к нашим файлам. Первая вкладка Home, на которую нужно некоторое время, чтобы она прогрузилась. Эта вкладка относится по большей части к китайскому сегменту. Он нас особо не интересует. Сразу скажу, что это приложение можно использовать на наших глобальных смартфонах, и оно несет в себе улучшение звука и дополнительные крутые функции. Сейчас все покажу. Итак, первая интересная функция, которая нам интересна во вкладке Home, это поиск музыки. Нажимаем на эту иконку, она работает типа Shazam. Я включаю музыку на своих колонках. Друзья, эта функция работает по типу Shazam. Она находит трек, который играет сейчас у вас в колонках. И ниже в онлайн-режиме оно отслеживает текст, который сейчас произносится в песне. Также этот поиск можно переносить на свой рабочий стол. Нажимаем «Поиск», сворачиваем приложение, он появляется здесь. Нажимаем на него, он скрывается. Теперь его можно переносить в любую часть экрана. И через него можно искать любые треки, которые, например, есть в видео, но вы не знаете их названия. Кстати, эта иконка поиска здесь останется, даже если закрыть приложение. Теперь она исчезнет только после того, когда вы снова откроете приложение «Музыка». Я зашел в приложение YouTube, смотрю какое-то видео, и, предположим, там играет трек, который я не знаю, но хочу узнать его название. Я открываю наш поиск, включаю этот трек. Как видите, трек незамедлительно находится. Теперь я могу послушать его прямо со своего смартфона. Нажимаю Play. Происходит загрузка, для этого может понадобиться некоторое небольшое время, потому как информация берется с серверов из интернета. Кстати, друзья, при открытии приложения здесь может вылазить небольшая реклама. Это, наверное, единственный минус приложения, но она длится всего несколько секунд. Во вкладке «Профиль» можно слушать все наши треки, которые есть на нашем смартфоне. Заходим в Local, запускаем трек. И вот здесь, друзья, в этом приложении есть один значительный плюс. Это приложение само собой увеличивает звук на вашем Xiaomi. Происходит это примерно так же, как при смене региона, например, на Сингапур или Индию. Также, когда вы воспроизводите какой-то трек, если он есть в базе данных, то вот здесь появляется текст, который присутствует в треке. То есть слова. Причем, что интересно, все это связывается с виджетом в шторке. Смотрите, этот текст переносится даже туда. Если ты еще не знаешь, как такой виджет музыки установить себе в шторку, то смотри вот это видео. Но это подходит не на все смартфоны Xiaomi. Идем дальше. Конечно же, многие люди слушают музыку через свои наушники. Так вот, здесь есть пункт
нажав на который вызываются различные эффекты. Сразу скажу, что эти эффекты будут слышны только в наушниках. На смартфоне, конечно, их тоже будет слышно, но самый эффект будет в наушниках. Здесь есть, например, такие эффекты, как 3D, либо можно переключиться вот на эту вкладку и поискать различные эффекты. Здесь есть такие эффекты, как мощное усиление звука, или, к примеру, даже такая настройка, которая подходит к AirPods Pro. К слову говоря, тут есть несколько настроек, у которых есть значок алмаза. Эти настройки невозможно просто так применять. Такие алмазы зарабатываются в отдельных приложениях. Актуально это для китайцев. Еще, к примеру, на вашем смартфоне есть исполнитель, который вам нравится. Вот в этой вкладке «Рекомендуемые». Если в нее зайти, немного подождать, снизу появляются рекомендуемые похожие исполнители. И не смотрите, что эти надписи на китайском. Исполнители будут, к примеру, американские. А также еще ниже будет клип на того исполнителя, которого вы слушали. Во вкладке «Профиль», если нажать на эти три полоски, то можно попасть в настройки. Здесь вы можете очистить кэш вашего приложения. Ну а мы давайте пройдем в General Setting, основные настройки. Audio Quality, то есть качество звука. По умолчанию стоит High, то есть высокое. Но все это относится только к той музыке, которая загружается через сервер, но не к той, которая у вас на телефоне. Также еще из интересной функции можно включить вот эту галочку Home Screen. Теперь я запускаю музыку, выхожу на рабочий стол, и вот здесь на рабочем столе у меня отображаются слова этого трека. Вообще мне удивительно, почему китайцы не переносят все эти функции на наши глобальные смартфоны, ведь эти функции действительно очень сильно отличаются от нашего стандартного приложения «Музыка». Еще из полезного в профиле нажимаем эти три полоски, заходим в таймер. Можно ставить таймер на 15 секунд, 30, 60 минут и 90, после чего совершается автоматическое выключение музыки. Друзья, лично я этим приложением пользуюсь, и оно мне нравится. Если вы им также будете пользоваться, и вам не нужна вкладка Home, то зайдите в профиль, настройки, General Settings, другие, и отключаем галочку онлайн-сервисы. Теперь у вас остаются только локальные файлы, которые есть на смартфоне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы видеть такие же функции, но на нашем стандартном приложении «Музыка». Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На этой ноте буду завершать обзор. Желаю вам правильных настроек и качественных девайсов. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.